И снова всем привет, с вами Реторн. Мы продолжаем прохождение игры Pillars of Eternity 2 Deadfire. Как вы помните, ребят, в прошлой серии мы с вами выполнили два поручения. И фактически все, что нам осталось сделать сейчас, это заниматься основным заданием. Основное задание у нас охота на бога. Охота на бога. Добраться до места раскопок. Губернатор Порт-Маже упомянул, несколько очевидцев видели какого-то великана, направлявшегося на восток к месту раскопок, инициированных анимантами Вэлианской торговой компании. Стоит проверить. Вот туда мы сейчас и отправимся. Здесь, как вы помните, в принципе, мы все забрали. Ну, стеганую шапку мы забирать не будем, пожалуй. Кстати, подождите, а Савия нам больше ничего не хочет сказать, интересно? Кстати, ребят, те, кто играл в игру, подскажите, не напоминает ли вам случайно самая первая музыка, которая звучит еще, когда показывается лого Obsidian, музыку из Baldur's Gate. Вот почему-то у меня прям стойкое такое впечатление. К сожалению, на видео ее нет, потому что на этапе заставки я еще не могу начать писать. Так, ну что ж, наверное, сюда. Вот, смотрите, кстати. Понятно. По ранам, кстати, у нас нет ран, так что все отлично. Так. К востоку. На выход из города вам потребуется 1 час 56 минут. И у нас есть еще Сатахузи. Давайте зайдем в Сатахузи сначала. Что это за место вообще? Раньше, кстати, если помните, оно было закрыто. Так, здесь... Я не рассказывала? Ты мне этой ночью приснился, хранитель. Ты стоял на коленях перед моим богом, а я не могла сдержать крика. Да, это как-то не радует. Судя по всему, здесь живет какое-то племя. На Майе. Хотите корзину? Вам будет удобнее. Столько голодных ртов. И как валианцы с ними справляются? Как красивые довольно, смотрите. Домики. Так. Матару страж. Икава только зубы зря тупит, разговаривая с Кларио. Ему на нас плевать. Говорящий с бурей Икава. Икава греется у костра, бездумно вороша угли длинной палкой. Заметно, что здесь, в родной деревне, ей гораздо спокойнее. Старое лицо Икавы испещрено шрамами, но когда вы подходите, она не выказывает ни тени враждебности. Я видела далекие земли только на карте. Никогда не думала, что однажды встречу их обитателя. Мне рассказывали, что стало с твоим судном. Повторю, тебе очень повезло. Это единственный спасшийся корабль. Я могла защитить или Порт-Маже, или его корабли. Возможно, Кларио недоволен моим решением. Зачем вам торговать с валианцами? Экера, а зачем все народы торгуют? Валианцы привозят нам оружие и лекарства, вино и пищу. Кое-кого мы даже убедили помочь с каноэ. Мой народ успел привыкнуть ко всем этим вещам. Лекарства спасли от лихорадки немало детей. Мир для нас выгоден.
Главное, чтобы Кларио держал в узде хозяев компании. Твои сородичи видели гиганта? Да. Жрецы говорят, что это один из древних гигантов. Ондра рассержена, однако жрецы не понимают от чего. Хорошо, что гигант двинулся дальше. Этот великан Эотас. Мне нужно знать, куда он направляется. Эотас? Так ты ищешь перерождение? Погнаться за богом через моря. Ты многим рискуешь. Утренние звезды тоже хотели бы свидеться с этим богом. Возможно, он не хочет, чтобы его нашли? Мне нужна помощь с кораблем. Я помогу тебе, но для этого нужно содействие Кларио. Убеди его согласиться, и мы поможем. Хорошо. Так. Титан? Нгати. Ондра дала приют многим огромным чудовищам. Говорят, прародители Каханга, а значит и их царица, имеют с такими существами договоренность. Жрецы даже думают, что она во всем и виновата. Куда он отправился? Не знаю. Почти все убежали, едва завидев этого гиганта, а Кларио не хочет рассказывать подробности. Поэтому мы рассорились. Возможно, тебе он скажет больше. Так, ну ладно. Жилище вождя, жилище Макехи. Кстати, если помните, мы еще в одном жилище не были. Макехи. В доме там одном. В городе. Но мы сейчас все равно будем через него идти, так что... Так, а здесь никого нет? Об эффективности бесов. Книжка. Медицинские припасы. Раковина азатом. Обычное оружие. Давайте забежим в другой дом. В дом вождя. Точнее. Ну да, в дом вождя получается. Молоток из зубила. Простой железный молоток из зубила, полезный для откалывания твердых поверхностей, особенно в слабых местах конструкции. Пригодится. Попутного ветра. Что, да ты шутишь? По-моему, капитан просто лапушка. Но, сестра, они же все такие мелкие. Смотрите, какой красивый коралл. Так, вождя как-то здесь нет. Одежда Матару, зелье самонастройки, зелье сноровки, Таондра, шнурок раковин. Я не знаю, почему я краду, у нас все еще нет вора. Давайте закончим с этими делами, ребята. У нас еще нет того... Хотя, в принципе, можем сказать, что жрица будет красть. Вот, она такая довольно необычная. Нас защищают говорящие с бурей, и все равно после бури нас стало меньше. Так, это у нас кто? Я занесла чужеземец. В общем, наверное, мы сюда просто пойдем после того, как... Так. Давайте вернемся. Глаз Кракена, тюрьма, поместье губернатора Кларио. Так, и последний дом, который мы не обыскали, это дом Ринко.
все-таки я вот реально понимаю, что это, наверное, самая красивая классическая изометрическая игра. Сделай что-нибудь. Следующим может стать кто-то из нас. Неужели? Кто захочет причинить вам вред, Местре? Капитан Дарма и два моряка. Пэр Кампланка, не говори мне, что ты тоже собираешься жаловаться. Стражник закрывает лицо рукой и стонет. Диверсус. Они что, прямо в доках народ вербуют? Можно подумать, Уана уже штурмует глаз Кракена. Что происходит? Драка, Местро. Женщина Уана напала на купца. Он в накладе не остался. Он указывает большим пальцем в сторону соседней двери. Теперь все местные хлюпики трясутся от страха, что Аумау отберут все их деньги. Мы бы задержали воровку, но Кларио не разрешает нам идти в деревню, потому что это обидит Икаву. Еще немного, и, думаю, ни у кого из нас не будет выбора. Если хотите узнать подробности, поговорите с самим Ринко. Он с удовольствием расскажет всю историю от начала и до конца. Дарма недовольно машет рукой и отворачивается. В принципе, понятно, что неспроста это все. Неспроста у нас отметка на доме, я имею в виду. Сейчас вот, возможно, нам снова в деревню придется идти. Неплохой такой домик. Тори. Я сопровождаю папу, пока ему не станет лучше. Анимантия в современном мире. Почитаем потом. Этик Нолл. Тоже почитаем. 10 лет рассвета. Серебряный луж. Эта карта указывает на место каких-то раскопов. В гроссбухе, лежащем рядом, записаны числа. Чем позже дата, тем больше число. Смысл их не ясен. Да ясен смысл, да. Этот чувак раскопками занимался. Валианская шапка, простая валианская одежда. Соль. Миксина. Галета. Так, здесь ничего нет. Кстати, как вы заметили, возможно, ребят, не сразу все предметы подсвечиваются. Видимо, если хотя бы раз их увидел наш главный герой, тогда они подсвечиваются, либо кто-то из героев. Ох, кто это? Тори, этот... О, погоди, ты кто? В кровати лежит молодой валианец. Вы сразу замечаете, что его сильно избили. Один глаз заплыл и почти не открывается, на теле живого места нет. Постановая и моргая, он приподнимается и смотрит на вас здоровым глазом. Я знаю, каково ему. Я тоже много кого избил до полусмерти, говорит Эддар. В глазах Зоти горит мрачное веселье. Ринко, пришел посмеяться? Мадичо, в Азии бы такого не было. Он пытается прикрыться одеялом. В Азии стояла бы очередь из желающих на тебя поглазеть. Ринко издает короткий смешок, потом вдруг моргает. Зоти с любопытством приподнимает подбородок. И то верно. Итак, ты ко мне с визитом? Чего надо? Что с тобой случилось? Эти Уана, глупый народец. Я просто играл в карты, и тут одна из них напала на меня. Ни с того, ни с сего. Я этой дьяволице ни слова не сказал. Посмотри, что она со мной сделала. Мое ухо. Он поворачивает голову, и вы видите, что у него нет части уха. Вместо нее покрытая струпьями рана. После драки она схватила мой кошелек и убежала. Наглость какая. Знание улиц. Снимать нужно побрякушки перед дракой. Я был пьян. Вообще не надо было меня втягивать в игру. Губернатор все разрешает этим Уана. И вот результат. Я должен людям помогать, искать пропавших, восстанавливать дома. Занетта, моя жена, там, а я вот... Слушай, у меня совсем не осталось денег, она забрала мой кошелек. Чем я буду платить губернатору? Как буду кормить сына? Его опухшее лицо багровеет. Эту женщину нужно арестовать. Стража ничего не делает. Хоть ты меня услышал, слава богам. Сделай доброе дело, верни мне мой кошелек. Я заплачу сколько смогу.
Может, я смогу договориться с этой Анной. Где мне ее искать? Они зовут ее Макехой. Думаю, она вернулась в деревню. Уверен, она очень собой горда. Иди по дороге на север, потом поверни на запад. Деревню не пропустишь. Большая гора палок и соломы. Сказав это, он оседает на свою кровать, обессиленный. Ну, Макеху мы сегодня уже видели. Кстати, заметьте, пропала фраза насчет того, что нужно собрать всех членов команды для того, чтобы двигаться дальше. Это прям странно и необычно. Так, я где-то видел. Она просто ходила внизу, насколько я помню, но может быть сейчас она где-то в другом месте. Она в своем доме, в жилище Макехи. Вот она спит. Зачем ты бродишь во тьме? Разве тебе не нужно спать? То есть здесь все-таки люди спят по ночам? Интересно. Ладно, давайте подождем до утра. Так. Если нельзя устроить привал, давайте дождемся до 10 утра. Так, дома ее уже нет. Кстати, это вот новая штука, да. Фания какая-то. Кто это такая? Не хочешь взглянуть на мои товары, а? Ты с дороги не сбился часом? Уютное местечко, правда? Конкурентов немного, ну, кроме женщины с казинами. И народ тут не бедный, даже у Анны. Ты не видела драку Ринга с Макехой? Не видела? Да это была лучшая ночь в моей жизни. Она просто... Она размашисто бьет по воздуху, делая вид, что сражается. И он затух, словно погасшая свеча. Бедолага. Наверняка, как всегда, нахамил ей. И как они с женой так ладят, не представляю. А почему ты спрашиваешь? А как все началось? Точно не знаю. Видела, как на него угрожающе надвинулась какая-то женщина из Уана. Они спорили, и вскоре его друзья уже тащили его оттуда по дороге. Так, ну кстати, давайте посмотрим, что у нее есть. Один факел продадим. Капюшон. Набивной доспех. Валянскую одежду. Да и стилет можно, в принципе, продать. Но она ничего такого особого не продает. Ну и где же ее тогда найти? Давайте с Икарой, может, поговорим. Камень. Макеха влипла в неприятности в городе.
Икава глубоко вздыхает и складывает руки на коленях. Макеха горда, точь-в-точь, как ее отец. Союз каждый день испытывает ее терпение. Что случилось? Я просто хочу, чтобы она вернула украденное. Макеха не воровка. У нее есть все необходимое. К чему ей красть? По тону ее голоса ясно, что Икава не потерпит возражений. Валианцы ошиблись, поговори с ней, вот увидишь. Она чуть не убила человека. Если бы Макеха хотела его убить, он был бы мертв. Он жив, разве этого недостаточно? Она из твоей деревни, ты за нее отвечаешь. Если тебе что-то нужно от Макехи, поторгуйся. Разве не так, где чужеземцы добывают все необходимое? То так, только вот найти бы ее еще было бы вообще замечательно, конечно. Дома-то ее нету. Куда она делась? Ладно, давайте ее искать в городе. Ну, в смысле, не в городе, а здесь, в Селене. Вот она, по-моему. Нет. Фаня, Макеха, вот она. Аума делает шаг по направлению к вам и пристально смотрит вам прямо в глаза. «Я тебя не знаю», — она говорит тихо, но резко, рубленными фразами. «Тебе нужна Икава?» Ринка говорит, что ты обыграла его во время игры в карты. Ринко? Макеха громко, утробно фыркает. Тот валианец? Экейра, да ты шутишь. Надо было бы бросить его в море. Он смеет называть меня воровкой? Расскажи мне, что произошло на самом деле. Так, предупреждаю, я куда крепче Ринка и так легко не сдамся. С лица Макехи мигом исчезает всякий намек на презрительное веселье. Ты приходишь в наш дом, смотришь в глаза старейшины и смеешь нам угрожать? Когда ты умрешь, я скормлю тебя акулам. А нас нападает, что ли? Оу, нет, ребята. Нет, 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 нет. Я думаю, что нам здесь на самом деле нужно будет, наверное, побегать туда-сюда. И там все будет понятно. Но вообще это круто, то что здесь есть смена дня и ночи. И, соответственно, жители живут своим каким-то распорядком дня. Так. Расскажи мне, что произошло на самом деле. Что еще? Валианцы глупы. Но Икава хочет с ними торговать, так что мы должны быть терпеливы и спасать их от бурь Нгати, даже когда они не слушают наших советов. Икава велела мне идти в деревню, поговорить с этим народом, поучиться терпению. Та торговка Иофания научила меня играть в валианские карты. Игра простая, но со мной за стол никто так и не сел. Никто, кроме Ринго. Я думал, у него доброе сердце, но потом я выиграла, и он разозлился. Он встал из-за стола и во всеуслышание обозвал меня Матару. Высшее сословие Уана, состоящее из воинов и жрецов. Обозвал меня Матару из Сатаузи, грязной дикаркой и мошенницей. Поэтому я его и избила. И как это тебя касается? Нужно было сказать стражникам, теперь тебя считают воровкой. Я не воровка. Ты хочешь меня оскорбить? Я Матару. Я защитница Сатахузи. Я охраняю деревню. И если я вижу, что кто-то заслуживает наказания, я обязан действовать. Без денег Ринка лишится родного дома. Глупости. Клари о нем позаботится. Этого не будет. Варианцы должны платить за еду, а также отдавать в казну налоги. Его братья дадут ему умереть с голоду? Макеха испытующе смотрит на вас, сдвинув брови. Если так, зачем он сел играть в карты? Интересно, все валианцы такие жадные до денег? Так что мне делать? Я не желала ему смерти. Отдай мне кошелек, этого будет достаточно. Ладно, тогда держи. Пусть это и нечестная сделка.
Макеха взвешивает кошель в руке, медлит, потом отдает его вам. Она хмурится, недовольно кривит губы. Я попрошу вождя отправить к этому валианскому придурку целителя. Надеюсь, это его заткнет. Да уж. Ну ладно, в принципе, обошлось все малой кровью. Так, а что там нам нужно? Вернуться же, да, получается? Горящие мосты, да. Обычно я угощаю гостей чаем или чем-нибудь таким, но сейчас... Я разговаривал с Макехой, она сказала, что выиграла эти деньги, а ты ее оскорбил. Она еще и разговаривать умеет? Странно, что она тебя не избила в мясо. Мерла, ну, может, Эль немного развязал мой язык. Что с того? Что теперь, избивать любого, кто про дикаря плохое слово скажет? Закон на моей стороне. Признайся, Дарма, или проведешь остаток своей жизни на хлебе и воде. Ринга смотрит на вас широко раскрытыми глазами. Его руки крепко вцепились в простыни. Мало того, что она меня избила, теперь еще и ты угрожаешь мне в моем собственном доме? Прошу, ради моего сына. Я расскажу стражникам правду, клянусь. Надеюсь, псы Кларио окажутся милосерднее тебя. И что, мы, получается, оставили себе кошелек? Интересно. Хм. Пустой кошеринка. Серьга. Серьга в виде целой связки дорогих золотых колец. К застежке прилип кусочек которого на ухо. Отвратительное зрелище. Короче, мы таким хитрым образом оставили себе это все. Ну ладно. Вот вам получается, то есть можно было 3 разных варианта, да, как минимум. То есть и подраться с ней и выкосить всю деревню за одно походу. Возможно, украсть даже у нее этот кошелек, когда она спала. Убедить ее помириться с ним самой. Ну, в общем, вы поняли. Интересно. Мне все больше нравится эта игра. Так, ну что ж, ладно, покидаем город. Так, а как его покинуть город? Почему я не могу нажать пешком? А, пешком вот сюда, получается, куда-то показывает. Странно. Ладно, сейчас посмотрим, куда здесь можно пойти. Так, нам нужно к востоку идти. Насколько я помню. Губернатор Порт-Маже упомянул, что несколько очевидцев видели какого-то великана, направившегося к востоку на восток к месту раскопок, инициированных анимантами валианской торговой компании. Так, подождите-ка. Здесь захоронение. Значит, сюда получается. Гитанские раскопки, вот она. И туда можно пройти. Ага, смотрите, следы великана.
Одинокая рисовая ферма кажется подходящей для торговли. Вот как он шел. Тропа впереди хаотично истоптана следами. Немногочисленные растения по сторонам дороги помяты и переломаны. Должно быть, здесь была драка. Осмотреть окрестности. Так. Всего несколько мгновений, и Эдер все понимает. Крови нет, значит, это было не сражение. Ваш соратник легко узнает когтистые следы ксаурипов. Кажется, они недавние. Через тропу протянута сухая лиана, неаккуратно присыпанная землей. Позади, у излученной реки, в неестественных позах замерли фигуры в мантиях, похожие на статуи из сажи. Так, обезвредить ловушку. Ловушки и замки могут поставить в тупик даже самых умелых искателей приключений. На их преодоление тратится значительное усилие. Немало бедолаг погибло и покалечилось, наступив на невидимую пластину в полу. Навык механики упрощает открывание замков и обезвреживание ловушек. Кроме того, персонаж может использовать своим навыком механики, чтобы поставить собственную ловушку. Навыка механики. Чем выше этот навык, тем точнее сработает ловушка. Понятно, никто у нас походу не умеет это делать. На первый взгляд ловушка кажется непростой, но когда вы пытаетесь обезвредить ее, ваша рука дергается. Звучит резкий щелчок, и облако едкого зеленого газа возникает в нескольких футах от вас. Оно постепенно развеивается, не причинив вам вреда. Топот ног по обеим сторонам тропы привлекает ваше внимание. Это ксаурипы, крепко держащие свои примитивные копья. Ящер-предводитель, рептилия с тусклой чешуей и желтыми глазами, злобно воет, показывая на ловушку. Остальные шипят, демонстрируя острые кривые зубы. Ксаурипы бросаются в бой. Надо, похоже, искать пора. Я еще, кстати, не помню, какие там были другие варианты. Ну ладно. Так, 4 ксаурипа. Хорошо. Священная жатва, воскрешение, святая мощь. Все. Сила перечеркнута. Почему перечеркнута, непонятно. А, это, наверное, потому что прошло. Так, Саурипа. Копье, средние щиты. Давайте заберем языки Ксаурипа. Раковина. Раковина еще. Перит. Раковина. Еще несколько круглых щитов. Золотой Суоли. Так, я так понимаю, что здесь все, больше ничего нет. Можно только уйти в одну из сторон. Просто как бы время вместо стычки. Кстати, смотрите, а почему здесь люди... Ага. То есть это получается статуи. Видите, высушенные. Почему они такие? И, кстати, они не подсвечиваются, заметьте. You must gather your party before venturing forth. Да, да. Такие, вот буквально я говорил по поводу этой фразы, но она есть. Так, ингвитанские раскопки. Давайте посмотрим, что тут в округе есть у нас. Известные места. Так. Ремонтные припасы.
Свежие фрукты. Обломки корабля. У самого берега вы видите обломки кораблекрушения. Его сломанные балки похожи на торчащие из воды ребра. Корабль кажется брошенным. Смотрите, корабль подплывает. Торговец архипелага. Вне фракции. Смотреть обломки. Вы начинаете осматривать обломки. 2 часа прошло. И находите сундук полный монет. Вы получили предмет раковина Азата Нуи 24 штуки. Этот предмет помещен в тайник. Продолжить. Вы продолжаете осматривать обломки. И не находите ничего ценного. Продолжить. И находите ящик пайков, которые не успели испортиться. Пальмовый камень. Ингредиенты. Находите ящик с вещами, которые могут пригодиться в путешествии. Веревка с крюком. Находите ящик пайков, которые не успели испортиться. Лепешка таар. Все. То есть у нас, получается, мы потратили какое-то время. Вообще, ребята, очень-очень-очень похоже на настольное ДНД. Вот прям очень похоже. Ладно, поехали. Так, и здесь... Ага! Эти следы и вот эти вот все люди, видите, которые... Это, похоже, те, кто был лишен душ. Постой, хранитель. Зоти сгибается вдвое, опираясь руками на колени, и стирает с лба пот. Пытаясь отдышаться, она весело вам улыбается. Вы получили предмет золотой соли. Этот предмет помещен в тайник. Если ты дашь мне еще минуту, я хотела бы провести последний ритуал для этих душ. Она тянется к прикрепленному к бедру фонарю. Прошу тебя, без моей помощи им будет трудно увидеть свет. А что случится, если они не сумеют увидеть свет? Они потеряются, не сумеют добраться до Хель и вернуться. Или будут слепо бродить и наконец найдут дорогу, но пройдут целые века. Она выпрямляется с целеустремленным выражением на лице, готовая взяться за дело. Если усопший поклонялся Атасу, как думаешь, что будет с ним в Хеле, если бог перерождения мертв, что твоя деревяшка? Начинай. Как великодушно, она радостно улыбается. Быстро шагая вперед, он достает серп и фонарь. Каждое ее движение отработано изящно. Зоти что-то поет, кружится вихрем, рассекает серпом воздух. Ее голос то крепчает, то слабеет, плетя наговор, призывающий всех задержавшихся здесь усопших. Последний раз призываю души. Последнее воззвание к потерянным. Сюда. Я срежу ваши цепи, я покажу вам свет. Все быстрее размахивая фонарем, Зоти широко расставляет ноги и воздевает руки к небу. Фонарь сотрясается, и живущий в нем свет ослепительно вспыхивает. Вы задерживаете дыхание и ждете, что душа вот-вот вылетит из одного из тел, задержится в воздухе и, наконец, втянется в сияние фонаря. Однако пепельные тела лишены душ. Вспышка света угасает. Промолчать. Мне принадлежит почетный долг срезать души и указывать им путь к перерождению. Теперь, когда Атас мертв, я и другие жнецы должны собрать как можно больше душ. Мы будем хранить души, пока Кхаун не вернется в Хель и не примет их в свои божественные объятия. Что ты имеешь в виду? Я храню потерянные души вот здесь, внутри. Она постукивает пальцем по металлическому каркасу фонаря. Пожалуй, это все. Идем. Она кивает и идет прочь. Так, мы снова получили новый уровень, непонятно за что. Ну, наверное, за то, что, конечно, открыли локацию, но вдруг нет.
Следуя от аса, следуя от аса. Здесь можно спуститься вниз, но мы пойдем другой дорогой, которая более была естественной. Сюда. Еще, кстати, заметьте, сохраняется игра без абсолютных каких-то подтормаживаний или чего-то такого. Все очень гладко. Галеты. Серебряный юж. Золотая сварка. Резервуар сияющей адры. Медный пар. Так, свиток малого исцеления, испорченная непогодой страница журнала. Не знаю, что сделала Дерисис в последней партии, но это работает. Концентрация ауры в собранной адре гораздо выше. Хотелось бы только, чтобы он и остальных посвятил в свои методы. Одного из наших рабочих Уана так тряхнуло, когда он переносил ящик, что бедняга не выжил, а еще один на прошлой неделе ослеп. А Дерисис сказал только, что они были невнимательны. Мне приходится платить семьям островитян из собственного кармана. Если так пойдет и дальше, то к концу нашего предприятия я окажусь беднее, чем с самого начала. Опа, Вирм. Так, парочку вирмов мы уговорили. И, кстати, да, у нас новый уровень. Древний зал для тренировок. Лом, 2 отмычки. Те, кто был здесь, ушли, так и не допив свой чай. Пистолет. Деньги, неразборчивая записка. Феррис, возьми эти деньги, ступай в деревню Анна и найди там работников, которые согласятся за них неделю копать. Сначала поспрашивай тех, кто из низшей касты, Рапару. Они привыкли к тяжелой работе и много не попросят. Вода, ром, каракатица, вода. Медный пар. Что-то горит. А, или это светлячки, наверное. Укрывающаяся клетка, древний зал для тренировок, молодая пантера. Так, у нас тут, короче, проблема.
Да, вот эта пантерка уже такая. Не очень простая. Ну, точнее, бой с ними. Они уже такие прям. Так, шкура. Всех трех только одна шкура. Генератор время от времени начинает дико дребезжать, и вы отчетливо слышите, как металл трется о металл. Без галета. Так, вот эта бочка мне не очень нравится, потому что сейчас, по-моему, бомбанет. Нет? Ну, не бомбануло. А, груда пороха. Нам повезло, что не бомбануло. Под уровень арены. Так, резервуар какой-то. Кстати, а что у нас там по заданию фонаря? Помочь? Ага, ну, то есть Зоти не смогла забрать потерянные души из обращенных в пепел тел на месте раскопок рядом с портом Марш. Жилище бригадира. Вот нам, наверное, нужно будет сюда. Но перед этим поднимемся наверх, наверное. Вот я вижу тут просто несколько еще тел, которых можно собрать. Все вроде бы. Так, ну что, тогда сейчас надо поднять уровень нашим спутникам. Главный навык. Но механику я не буду поднимать, еще успеете. Пускай будут тайные знания. Может, атлетику? Давайте атлетику на этот раз. Так, пассивные навыки. Ну, здесь дипломатия. Так. Пока мы можем только этот уровень прокачивать. Когда паладин поражает врага, не хочу делать. Паладин получает защиту от воздействий на решительность, силу и ловкость. Все защиты плюс 20 против атаки. Получается активная способность. Мне нравится. Так, доступные типы оружия. Он у нас большой щит, средний щит. Или все-таки одно из оружий прокачаем? Ну, давайте топор. Эдер. Так. Пускай будет пиротехника. А здесь знание улиц. Так. Двуручное оружие, оружие и щит, целеустремленность, уверенная техника. Часть легких попаданий преобразуется в нормальное попадание, если пользуется знакомое оружие. В принципе, мне это нравится. Так. Может быть, ты, Эдер, у нас будешь еще и лучником? Хотя... Так, он у нас с саблями умеет обращаться. Пускай будет еще... Тогда и... Двуручный... Эсток, двуручный меч, Моргенштерн, пика, полиэкс, боевой посох. Какой будет эсток?
И наша жрица. Алхимия. И пускай будет история. Так, а вот здесь нам уже нужно выбрать одну способность. Призывать божественное оружие, наделенное силой вашей веры. Вызвать оружие серп или фонарь. Культовая проекция. Давайте попробуем культовую проекцию. Оружие. Так, ты умеешь обращаться с топорами, с маленькими щитами. И с арбалетами, кстати. О, отлично. Тогда мы тебе еще дадим... Скипетр, жезл. Волшебная палочка, жезл. Или скипетр. Ладно, давайте пока щиты. Нет, не будем щиты прокачивать. Прокачаем ей как раз жезл. В принципе, с возможностью перекачки, я думаю, у нас не будет сильных проблем в том, что мы там что-то не то выкачали. Но посмотрим. Пожалуй, ребят, на сегодня это все, потому что время уже, к сожалению, подошло к концу. Вот, но в следующей части мы обязательно продолжим, она будет скоро. И мы продолжим исследовать локацию Гайтанские раскопки. На сегодня это все, с вами был Литорн. Спасибо за просмотр, ребят. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки под видео. Пишите свои отзывы, комментарии, возможно, тоже проходите игру, и у вас что-то пошло по-другому, только без спойлеров, пожалуйста, будет интересно услышать. До скорой встречи!